Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня делаю для вас небольшой обзор шапки берета витыми столбиками. Крючок брала 4 мм, а также использовала крючок для витых столбиков. Пряжу использовала в 100 граммах 200 метров, ушло 100 грамм. На обхват головы берет получился 50-56 сантиметров. Раппорт узора 14 петель. Начинала вязание с цепочки из воздушных петель. Набирала цепочку по обхвату головы. Связала резинку рельефными столбиками, чередовала изнаночный и лицевой рельефный столбик. Вязала резинку 1 на 1. Далее прибавила петли для того, чтобы получить не шапку, а берет. И приступила к узору. Узор мой состоял из полос, которые каждая полоса это веера из витых столбиков. В каждом веере по 6 витых столбиков, и они разделяются между собой столбиками без накида. Далее вязала 2 ряда столбиками без накида и ряд рачьего шага. Вот это составляло полосу узора. Связала 2 одинаковых полосы узора, то есть каждый веер по 6 столбиков витых и разделяла столбиками без накида. И потом приступила убавлять уже полотно. Хочу сказать, что даже если вы будете вязать шапочку одним цветом, то все равно после каждого ряда, не после каждого ряда, а после каждой полосы вам придется нить обрывать. Потому что я пробовала, у нас узор в шахматном порядке располагается, и следующую полосу очень удобно начинать. Невозможно красиво, по крайней мере, у меня не получилось, может, у вас получится, перейти соединительными столбиками в нужное место. Поэтому пришлось каждую полосу обрывать нить. Для того, чтобы уменьшить полотно, вот третью полосу я уже связала не 6 витых столбиков в веере, а 5 витых столбиков. И было у меня не 12 навивов, как в этих двух полосах, а сделала 10 навивов. То есть уменьшила количество столбиков и уменьшила количество навивов. Таким образом у меня сократилось полотно. Остальное делала то же самое. То есть после этих вееров 2 ряда столбиков без накида и ряд рачьего шага. И затем уже приступила к макушке. Макушка связана изнаночными рельефными столбиками. Разделила на 7 секторов по 8 столбиков. Для этого сначала у меня был провязан ряд изнаночных рельефных столбиков. Потом я сократила петли вдвое, провязала ряд по 2 вместе изнаночным. У меня получилось 56 столбиков, и далее уже в каждом секторе я убавляла по 1 петле в каждом круге, пока вязание не сошло на нет. Хочу напомнить, первые 2 полосы у меня абсолютно одинаково связаны. Здесь по 6 витых столбиков, 12 навивов. Каждая полоса отделяется друг от друга. Вот провязали вот эти веера, потом провязали 2 ряда столбиков без накида и ряд рачьего шага. Рисунок в шахматном порядке располагается. Мне приходилось после каждой полосы обрывать нить. Так что имейте в виду, даже если вы будете вязать одним цветом, то, наверное, скорее всего, придется нить обрезать. Возможно, вы найдете какой-то способ красиво прикрепиться. Третья полоса. Здесь я уже начала немного полотно уменьшать. Здесь я сделала не 6 витых столбиков, а 5 витых столбиков по 10 навивов. И таким образом уменьшила полотно. И далее также 2 столбика без накида, 2 ряда столбиков без накида и ряд рачьего шага. И далее уже приступила к макушке. Макушку я решила вязать изнаночными рельефными столбиками. Провязала сначала ряд изнаночных рельефных столбиков, затем уменьшила
уменьшила количество петель вдвое, провязав по 2 столбика вместе изнаночным рельефным столбиком. У меня получилось 56 столбиков. И далее разделила вязание на сектора. У меня получилось 7 секторов по 8 петель. И постепенно убавляла в каждом секторе по одной петле в каждом круге, пока вязание не сошло на нет. Вот такой получается беретик. Он получился как шапка-берет. Дно берета всего 21 сантиметр. После резинки я сделала ряд прибавок. Сначала посчитала петли резинки. У меня примерно выходило, что уходит 5 раппортов. Для того, чтобы получить берет, минимум 2 раппорта нам надо еще прибавить. Вот я прибавляла петли для того, чтобы у меня уместилось 7 раппортов. То есть мне надо было получить 108 петель. Для этого я в каждую третью петлю провязывала по 2 столбика. То есть через каждые 2 столбика без накида в третий столбик я провязывала по 2 столбика. И таким образом получила нужное количество петель мне для того, чтобы разместить 7 раппортов узора. Итак, первая полоса — это веера из витых столбиков, и разделяются они столбиком без накида. То есть вот один веер я уже провязала, отсчитываю 5 петель и в шестую прикрепляю столбиком без накида. Прикрепляемся. Вот такой веер получается. Еще один столбик без накида, он будет разделять у нас 2 веера. И еще один столбик без накида. Это начало следующего веера. И так будем вязать весь ряд вот этими веерами. Делаем 12 навивов на крючок. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отсчитываю 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую буду прикрепляться столбиком без накида. Делаю витой столбик. Закрепляю нить. И так еще 5 столбиков по 12 навивов.
Так, вот 6 столбиков мы провязали. Теперь опять отсчитываем 5 петель на основании. И в 6-й прикрепляемся столбиком без накида. Столбик без накида. Вот такой узорчик получается. Далее обвязываем предыдущий ряд столбиками без накида. Между витыми столбиками у нас будет по 2 столбика без накида. После ряда витых столбиков вяжем 2 ряда столбиков без накида. Каждую петлю основания. Между витыми столбиками провязываем по 2 столбика без накида. Провязали 2 ряда столбиков без накида, теперь ряд рачьего шага. Это последний ряд первой полосы. Так будем вязать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком. Следующий ряд вяжем аналогично, но в шахматном порядке. Напомню, даже если вы будете вязать одним цветом, нить придется обрывать. Столбики без накида между веерами я вязала сзади ряда рачьего шага. После ряда витых столбиков, так же как и в первой полосе, вяжем 2 ряда столбиков без накида и ряд рачьего шага. И затем я уже начала убавлять полотно. Связала еще одну полосу, но делала 5 витых столбиков в полосе и по 10 навивов.
после 2 рядов столбиков без накида вяжем ряд рачьего шага. Все так же, как и в первой полосе. Аналогично. Вот такой берет получился у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!